Всем привет! Сегодняшний обзор будет посвящен гаджету, без которого не обойдется ни один дом или квартира, а именно беспроводном дверном звонке от компании Kirui, которая известна не только своими охранными системами, но и различными бытовыми гаджетами. Для этого девайса нет необходимости сверлить стены или тянуть провода до калитки. Это беспроводная система. Поставляется звонок в ничем не примечательной коробочке без опознавательных знаков бренда или названия товара. Комплектация может отличаться, так как есть версии с двумя кнопками или напротив двумя звонками. Есть версии с батарейками, а есть такие, которые и не требуют наличия батарейки. Также есть полностью защищенные кнопки для установки в частном доме. Мы же будем рассматривать вариант для установки внутри помещений. Комплектация состоит из самой кнопки, замка с европейской вилкой, скотча для монтажа и инструкция по эксплуатации. Инструкция нам рассказывает о наличии 52 различных мелодий, 5 уровнях громкости, о том, что устройство есть память, так как после пропадания света выбранная мелодия не собьется. Выбрасывать я ее не рекомендую, так как звонок поддерживает возможность подключения до 20 беспроводных кнопок, и на каждую из них можно установить свою мелодию. Двухсторонний скотч также позволяет закрепить кнопку звонка в любом удобном месте. На кнопке звонка в нижней части, в верхней части логотип Kirui и сама кнопка вызова. Задняя часть гладкая для крепления скотча. Но я бы при возможности крепил бы на саморезах прямо через пластик. Минус этой кнопки в отсутствии влагозащиты. Тут протокол IP55. Тогда, когда в версиях с батарейками уже IP65. Но плюс батарейка в этой кнопке не требуется, так как используется пьезоэлемент для подачи импульсов в мозги передатчика, который работает на частоте 433 МГц. Кнопка звонка довольно массивная. Ее размеры составляют 48 мм, толщина 21 и высота 84 мм. Для разборки кнопки необходимо выкрутить один винт в задней части. Тут же нашему узору открывается незамысловатая конструкция, состоящая из пьезоэлемента, катушки, передатчика и довольно большой антенны. По заявлению производителя, дальность может достигать до 150 метров. Я же установил звонок на первом этаже через одну стену и забор. Решил проверить дальность. Судя по Google картам, звонок срабатывал на дальности 180 метров. Правда, уже со второго раза. Идеальная сработка где-то в районе 150 метров. Один клик, один сработка. Кнопка нажимается с достаточным усилием и хорошим щелчком. Срабатывает в 10 раз из 10, никаких осечек в работе нет. Сам звонок имеет достаточно простой дизайн. Причем сразу опознать в нем звонок с первого раза, скорее всего, не получится. В верхней части расположились две кнопки управления громкостью и мелодиями, а по центру светодиод индикации работы. Вилка европейская, но у продавца есть разные варианты. Контакты размещены немного под углом для предотвращения выпадения звонка из розетки. Сам звонок достаточно тонкий и в розетке не особо выделяется. Потребление 0,03 Вт в момент работы. Комплект уже готов к работе. Ничего не нужно сопрягать, нужно только выбрать мелодию и выставить желаемую громкость. Громкость регулируется левой клавишей в направлении громко, тише, беззвучно. Беззвучно. Тише. Громко. Беззвучно. Это достаточно удобно, так как с максимальной громкости в беззвучный режим и обратно можно перейти буквально одним нажатием. При использовании бесшумного режима звонок будет только мигать своим светодиодом. К сожалению, если вытащить звонок из розетки, то он не запомнит статус громкости. Память распространяется только на мелодию. Внутри звонка расположился довольно громкий динамик, две нормальные кнопки и антенна приемника. Также обрадовало наличие CMD-предохранителя 500 мА. Пайка нормального, несмытого флюса нигде нет. Для добавления новой кнопки нам необходимо удерживать 5 секунд кнопку громкости, пока светодиод не станет гореть зеленым цветом. После этого нажать на кнопку. После того, как звонок подаст два коротких писка и моргнет два раза, значит все отлично. Если будет только один писк, кнопка уже добавлена. После этого можно, удерживая кнопки громкости и выбора мелодии, назначить предварительно выбранную мелодию именно на эту кнопку. Мелодий у звонка довольно много. От гавкания собаки до классики.
Я думаю, каждый найдет под себя. В целом, отличный вариант как для квартиры, так и для частного дома. К минусу отнесу отсутствие влагозащиты. Но даже в частном доме на калитке можно придумать небольшой навесик над кнопкой, а саму кнопку разобрать и посадить на силикон. Это лучше, чем на морозе раз в пару месяцев менять довольно недешевые 12-вольтовые батарейки. Для частного дома можно предусмотреть вообще вариант с двумя кнопками. Одну на дверь, вторую на калитку. И назначить разные мелодии, чтобы понимать, свои с участка пришли или соседи со спичками. В целом, за свои деньги это отличное решение, когда нет возможности или желания тянуть проводку, кнопки или банально сверлить стену. Ложных срабатываний нет. Сработка кнопки 10 раз из 10. Память мелодий и быстрая установка бесшумного режима — хорошие плюсы для данного девайса. Могу рекомендовать покупки. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, для меня это очень важно. Также не забывайте про телеграм-канал, где я размещаю не только акции, скидки или купоны, но и ведет сообщения, ответы на вопросы, ну и так далее. Ссылка на телеграм-канал и, соответственно, сам девайс в описании под видео. Ну, всем пока-пока, до новых встреч!